Не так давно на моем канале вышел обзор на беспроводные наушники FeelCG Pro Origin, на которые, кстати, будет розыгрыш. И если вам понравились они в целом, мне не понравилась их цена, но я готов представить вам более бюджетный вариант в той же форме. Беспроводные наушники с качественным звучанием, игровой режим, необычная и хорошая задумка в упаковке, на борту, разумеется, CVC-шумоподавление, удобная посадка, приложение от производителя и сенсорное управление этапами с возможностью регулировки громкости. Все как мы любим, сейчас расскажу. Всем привет, вы на канале Пользы.нет, меня зовут Саня, минимум 7 обзоров в неделю я выгружаю. Ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии. За лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия других конкурсов, которых под конец месяца всегда много, и мои контакты, разумеется, в описании. Прикрепим мой телеграм-канал с промокодами на Али, и они вам понадобятся, потому что 6 декабря опять распродажа. Не думаю, что все будет супер выгодно, но посмотрим. Мне, во всяком случае, есть что еще купить. На сейле обязуюсь вам выгрузить топ-10 смартфонов до 10 тысяч рублей. Думаю, будет интересно. Все розыгрыши 30 числа, а сегодня я расскажу вам о беспроводных наушниках FeelCG и скажу, чем они отличаются от FeelCG Pro Origin, обзор на который вышел на моем канале, и вы можете его посмотреть по ссылке в правом верхнем углу. Полетели! Начнем с распаковки. Коробка минималистичная в черном матовом оформлении. Внутри в поролоновой прокладке находится металлический бокс, выполненный в виде черного кейса из-под гитары, обклеенного стикерами. Выглядит упаковка супер необычно. Внутри кейса гитары находится в аналогичной поролоновой оболочке зарядный кейс, наушники и пара сменных силиконовых амбушюр разного размера и хорошего качества. Весь остальной комплект состоит из кабеля для зарядки USB Type-C и руководства пользователя. Полетели дальше. В продаже представлен исключительно один цвет оформления наушников без приставки Pro, это синий. Зарядный кейс собран из качественных материалов, основной корпус матовый пластик, а крышка глянцевая. Дизайн необычный, выглядит интересно, но в крышке есть вырез, через который видно ножки наушников, и в целом задумка привлекает внимание, пока не задумываешься об ее практичности, так как в обычном использовании внутри самого кейса будет собираться весь возможный мелкий мусор и пыль. В принципе, они по большому счету всегда так делают. FeelCC, FeelCC 2, любой бокс от Фила, он открытый, красивый, крутой, но не практичный. Форма зарядного кейса прямоугольная с закругленными углами, как всегда. Размеры составляют 56 на 46 на 22 мм, вес бокса без наушников равен 32 грамма. В маленький карман джинсов помещается, извлечь его оттуда несложно из-за скользких материалов. Тактильно-матовая пластиковая часть дешевит, хотя в целом корпус приятный, но очень скользкие марки, особенно глянцевая крышка. Мелкие повреждения за все время моего использования пока не появились, но с ключами я их и не носил в одном кармане и не советую никому. На корпусе расположен разъем для зарядки USB Type-C, логотип компании и светодиодный индикатор. Разъем здесь с опрятными и нережущими краями. Да, даже этому иногда радуешься, особенно после китайских наушников. Люфт у крышки есть в любом положении, но небольшой, хотя, скорее всего, со временем сможет все усугубиться. Конечно, в зависимости от того, как пользоваться, но физику никто не отменял. Сопромат тоже. Чтобы открыть кейс одной рукой, нужно наловчиться. В открытом положении крышка фиксируется. Внутри имеется на матовом фоне два глянцевых места под наушники, в каждом из них по два контакта для зарядки. Наушники в зарядном кейсе не гуляют, магниты очень хорошо выполняют свою функцию. Хлопок при закрытии крышки бодрящий, и желанным его точно не назовешь. Наушники от бокса можно перезарядить полных 3 раза. Полный цикл зарядки занимает 1 час 40 минут, и, к сожалению, беспроводной зарядки в данном случае нет. Саморазряд отсутствует, что не может не радовать. Переходим к наушникам. Тип наушников. Внутриканальные или, проще говоря, затычки. Изготовлены они из матового черного пластика с глянцевой синей ножкой с лицевой стороны. Форма ножки напоминает треугольную призму. В целом смотрится в ухе отлично как у мужчин, так и у женщин. Размеры наушников составляют 32 на 20 на 18 мм по самым объемным частям. Габариты ножек равны 30 на 7 на 6 мм, а вес одного наушника вместе с амбушюрой составляет 4,2 грамма. Посадка в ухе плотная и комфортная, но только с амбушюрой подходящего размера. При длительной носке уши несущественно устают. Корпус наушников марки, особенно глянцевая синего цвета ножка. И плюс к этому из рук выскальзывают они стремительно и шустро. Во время тренировок из ушей не выпадали. Звуковод овальной формы в размерах составляет в длину 3,2 мм, выход 8,4 на 7 мм. Это не самые минимальные габариты для ТВС наушников, но в целом неплохо. На корпусе каждого из наушников расположен микрофон, световой индикатор, который во время воспроизведения не светится, два углубленных контакта для зарядки, что чревато постоянной чисткой от загрязнений, маркировка left-right, вентиляционное отверстие, сенсорная панель управления тапами, и на звуководе есть выступ для качественного крепления амбушюры. Из тапов имеется воспроизведение, пауза, переключение между последними сопряженными устройствами, управление вызовами и регулировка громкости. Тапы срабатывают отлично, но нужно время, чтобы наловчиться для управления через сенсорную панель. Я лично не сразу привык. Оснащаются наушники 10-миллиметровыми настраиваемыми полиуретановыми
матовыми титановыми композитными диафрагмами. Активное шумоподавление и режим прозрачности в этой модели отсутствуют. Напоминаю, что все есть в версии Pro. По ссылке в правом верхнем углу можете про нее посмотреть обзор. И, кстати, поучаствовать в розыгрыше. Прошечки. Заряд наушников в шторке сопряженных устройств виден. По одному работают, переподключаются бесшовно, но с голосовым оповещением на китайском языке. Вы спрашивали, я напоминаю, что да, к сожалению, иногда наушники с нами разговаривают, они просто пикают и, к сожалению, не на английском, а на китайском. К ранее сопряженному устройству после открытия крышки бокса наушники подключаются автоматически и практически моментально. Сенсоров приближения, к сожалению, нет. Мультипоинт неполноценный, возможности одновременного подключения к нескольким устройствам нет. Только переподключение по тапу между последним подключенным устройством и тем, с которого сейчас вы слушаете музыку, допустим. Анимации на устройстве OnePlus 9 Pro и Xiaomi 11T у меня лично не было. Если она у вас есть, пишите в комментариях, как вы это получили. Отыграли наушники на 50% громкости по кодеку AAC 4 часа 35 минут. За 5 минут подзарядки в боксе набежало всего 2%, но за 10 минут наушники подзарядились на 21% и впоследствии перестали разряжаться. В течение 30 минут воспроизведения на 50% громкости по кодеку AAC не ушло ни 1%, и, скорее всего, это связано с ложной информацией о состоянии заряда наушников. Полный цикл зарядки с 0 до сотки занимает 55 минут. Защита от пыли и брызг есть исключительно у наушников IPX4. И, конечно, я не смог не протестировать их в воде, поэтому погрузил в холодную проточную воду, и после моих манипуляций с наушниками их функционалом ничего не произошло. Все работает так же, как и до данного эксперимента, если так можно назвать это погружение. И сразу, IPX4 не подразумевает, что их так можно мыть. Это максимум дождик. Для полноценного использования есть китайское приложение от производителя Feel+, которое главное скачать по QR-коду на упаковке, но предупреждаю, что случайно можно потратить немало сил и времени на это. Доступно приложение по QR-коду для системы Android и для iOS. Приложение полностью на китайском. После подключения наушников есть вкладка с информацией о заряде каждого наушника и кейса по отдельности. Во второй вкладке находится настройка музыки, настраиваемый эквалайзер, на который наушники откликаются еще как. Далее управление музыкой и управление громкостью. В третьей вкладке имеется активация режима управления тапами, включение-выключение игрового режима и управление переключением через тапы между устройствами. Обновить прошивку приложения можно, но мне пока обновления не прилетали. Летим дальше. Bluetooth версии 5.2, из кодеков имеется AAC и SBC. Через стену не отваливались и фризов я не заметил. Задержки на YouTube минимальные, задержки в играх с выключенным игровым режимом значительные, но все это поправимо. Включением режима низких задержек, и тогда задержки не доставляют дискомфорта. Примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны передают звук неплохо, так как есть CVC шумоподавление до 21 дБ. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов Feel CG. И это не про-версия еще будет на канале. Пишем, если вам интересно, но я думаю, я все равно ее сделаю, потому что мне нравятся эти наушники. Шапки вы слышите, как они записывают, микрофоны примерно в том положении, в котором будут, скорее всего, у вас в ближайшие 6 месяцев, во всяком случае, на улице. Если шапку снять, и рядом, разумеется, проезжают машины, ветер не слишком сильный, а вы слышите, каким образом отрабатывают эти микрофоны. У этих наушников, в отличие от Pro-версии, ценник по мне уже адекватный, особенно на распродажах. Довольно интересная крышка, довольно приятный пластик. Хорошее звучание, неплохие микрофоны, супер топовыми их не назовешь, к сожалению, но все-таки. И еще раз, как я очень часто повторяю, Feel — это в первую очередь про дизайн. И вот это дело очередной раз доказывает, что они могут делать не так, как все. Да, мы можем посмотреть на Realme, на Deezer, на еще чертову тучу, там, не знаю, AirPods, и решить для себя, что вот они делают примерно такие же наушники. Нет, не примерно, не такие же. Боксы другие, все другое, притом высочайшего качества. Они никогда не делают какую-то шляпу, какой-то шлак.
Это началось с Feel CC 2. Напоминаю, это вкладыши, такие брутальные, мужские. И продолжилось, видите, в затычках. Еще одни затычки, кстати, 2T тоже скоро будут на канале. Мне нравится этот суббренд Xiaomi, мне нравится, как он делает, что он делает. Единственное, не особо нравится цена, но а чего вы хотели? Это топ, это премиум, во всяком случае китайский премиум, но премиум. Смотрим. Звучание наушников качественное и приятное, запас громкости достаточный. Баланс между всеми частотами слышен, звук объемный. Бас не прерывает инструменты и вокал, акцент на него умеренный. Если вы решите послушать данные наушники на 100% громкости и решите сразу же убавить звук, то у меня для вас хорошие новости, так как звучание до состояния полной каши не испортится. Из минусов это урезанный мультипоинт, небольшой набор кодеков, корпус наушников и кейса сильно пачкается, приложение пока только китайское, также озвучка наушников доступна только на китайском языке. Стоит в районе $70, сейчас будет сейл, значительно дешевле, я думаю, они будут продаваться. Ссылка в описании к видео, если промокоды, опять же, смотрим в моем телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии. Вдруг на момент вашего просмотра появятся скидки, я туда обязательно скину промики с Али. И, наверное, буду еще добавлять локальные магазины, потому что у Алишки как-то с промокодами становится местами туго. Под конец сейлов, конечно, хорошо, но в декабре как-то ценники меня их вообще не радуют. Чем в основном отличаются Feel CG от Feel CG Pro? Самое главное, помимо цены, это наличие у версии Pro композитные мембраны из шерсти. Также в наличии у Pro версии шумоподавление, беспроводная зарядка и режим прозрачности. У Feel CG более медленная зарядка и автономность чуть меньше, чем у Feel CG Pro. А с версией Pro Origin также отличие в исполнении дизайна кейса и наушников. Но это самые основные отличия, остальные вы можете сравнить, посмотрев обзор на Feel CG Pro, в которых я про Origin рассказывал по ссылке в правом верхнем углу. Резюмирую, это качественный продукт по звучанию с неплохой автономностью. Дизайн красивый, но не столь практичный, как хотелось бы. Своих денег наушники однозначно стоят, хотя имеют свойственные недостатки, о которых я уже рассказал. Низких частот в этих ушах мне хватало, средний бас я слышал, на эквалайзер откликаются волшебно. Амбушюры подобрать, и у вас получится просто классные уши, которые не захочется менять в ближайший год-два. Но таких, повторяюсь, много, так что смотрим канал. Девайсу однозначно да, подписываемся с колоколом, ставим лайк за труды, пишем в комментариях, что еще купить на обзоры. Добра и удачи вам, дорогие друзья!